Дорогие мои подписчики и гости канала, здравствуйте! Обещала вам показать, как шить лицевые петли на открытых краях со спиц. То есть на открытых, прям совсем открытые петли я вам показывала без спиц, как сшивать. Сейчас покажу, как шить со спиц. Вы видели, вот почему первым делом я показала, как сшивать вот прям открытые края без спиц. А поскольку становится понятно, за какие стенки нужно что подхватывать. Теперь, вот вы это зная, я думаю, вам будет гораздо легче. Значит, мы должны соединить кромочные петли, зафиксировать. Вот мы фиксируем, входим изнутри, то есть нить у нас исходит сейчас от переднего полотна. Мы должны зафиксировать задним полотном кромочную. С изнаночной стороны выходим на лицевую сторону. Вот таким образом. Подхватили соседнюю стенку. Но сама вот эта вот петля у нас пока еще не зафиксирована. Вот ее мы тоже должны зафиксировать. Видите, нить-то у нас исходила из нижней петли. Значит, ее мы тоже фиксируем. И с изнаночной стороны выходим на лицевую. Одни стенки мы зафиксировали у кромочных. Теперь мы переходим, мы сейчас на переднем полотне, значит, к заднему переходим и снимаем одну петлю. Ту, которую мы уже с одной стороны зафиксировали. Сняли. Определились со стенкой так, чтобы не перекрестить. Вот она. Подхватили. И следующую петлю мы должны подхватить ту стенку, чтобы они не перекрестились. Вот она. Но со спицы ее пока не снимаем. Всегда снимаем из двух только одну петлю. Первую, которая уже зафиксирована. Перемещаемся на переднее полотно. Здесь у нас тоже кромочная. С одной стороны зафиксирована, сняли. Вот она, петля. С одной стороны она у нас зафиксирована. Подхватываем вот эту петлю. Подхватываем эту стенку. И следующие петли соседнюю стенку, не перекрестив. Видите, если мы рассмотрим, мы их не перекрещиваем. Соединяем. Нить должна быть всегда под спицами. Вернулись к заднему полотну, рассматриваем его. Снимаем одну со спицы. Вот петля. Вот так она выглядит. Мы должны стенку, которую еще не зафиксировали на нить, подхватить. Стенку соседнюю у соседней петли. Видите? Зафиксировали. Нить всегда под спицами. Возвращаемся к переднему полотну. Снимаем одну со спицы. Рассмотрели ее. Вот так она выглядит. Со следующей петлей, соседней ее стенкой соединяем. Подтягиваем. Возвращаемся к заднему полотну. Так, в общем-то, и продолжаем далее. Вот она, петля. Одну снимаем со спицы. Вот со стенкой следующей петли с соседней ее стенкой. Так, чтобы не перекрестились петли. Соединяем. Нить всегда под спицами. По пути вот поглядываем на вот эти вот соединительные петли, чтобы они были ровненькими. Вернулись к переднему полотну, нить под спицами. Сняли одну петлю со спицы. Она с одной стороны уже зафиксирована. Фиксируем ее другую стенку с соседней стенкой соседней петли. Таким образом, чтобы они не перекрестились. Потому что кто-то же вяжет еще и бабушкиными, правильно, петлями. Я вяжу классикой. У них вот таким образом будет петля стоять. Тогда нужно будет подхватить вот так. Но та же самая стенка просто по-другому расположена. У меня расположена вот так, так мы их и подхватываем. Нить всегда под спицами. Возвращаемся к заднему полотну. Снимаем одну петлю со спицы. Рассмотрим ее. Вот она.
подхватываем стенку, которая еще не зафиксирована, и следующую стенку, следующей петли соседнюю стенку. Зафиксировали. Вернулись к переднему полотну, нить под спицы, сняли одну петлю со спицы, подхватили, видите, вот она петля, мы подхватываем незафиксированную стенку, фиксируем соседнюю стенку соседней петли, соединяем между собой. Нить всегда под спицами. Так, все правильно. Так, возвращаемся к заднему полотну. Сняли одну со спицы. Снимаем. Вот она. Подхватываем незафиксированную дужку на иглу. Соседнюю стенку соседней петли. Не снимая пока ее со спицы. Фиксируем. Перемещаемся на переднее полотно, снимаем одну со спицы, вот она, и незафиксированную стенку зафиксировали на иглу, соседнюю стенку соседней петли зафиксировали, соединили, перемещаемся дальше на заднее полотно, зафиксировали незафиксированную стенку. Фиксируем соседнюю стенку соседней петли, соединяем. В общем-то, я думаю, что смысл уже понятен. Сейчас мы дойдем до кромочных и посмотрим, что делать с кромочными. Возвращаемся к переднему. Таким образом продолжаю до конца. Сняла бы совсем бы спицы, так я и сделаю. Снимаем эту петлю, подхватываем, зафиксировали. У этой еще не зафиксирована одна стенка, фиксируем. Вот кромочная петля, пока еще у нас соединение двух петель есть. Переходим на переднюю сторону, на переднее полотно. Здесь еще тоже мы фиксируем 2 петли между собой. Возвращаемся к заднему полотну. Вот кромочная, она у нас зафиксирована только с одной стороны. Вот если бы мы ее фиксировали с другой бы петлей, соединяли, мы бы зашли вот так. Мы так и входим. Возвращаемся к кромочной переднего полотна. Вот мы бы фиксировали вот таким образом с соседней петлей, так и фиксируем ее. И все закончили. Вот. И даже кромочная наша, в общем-то, практически не нарушается. Здесь мы должны зафиксировать. Говорю, практически не нарушается, потому что все равно смещение на полпетли у этого способа есть. В связи с тем, что все-таки мы идем зигзагом. И вот в связи с тем, что мы соединяли видели, да, что я зашла в изнаночную, таким образом зафиксировала в одну изнаночную, и вот зафиксируете нить где-нибудь вот таким образом в кромочные петли. Значит, показываю сейчас, в чем разница. Ну, в общем-то, я бы не сказала, что сейчас вот какая-то разница особо есть. Ну, вот, например, видите, вот эта вот стеночка немножечко болтается. Мы их вот должны подтянуть между собой, чтобы выровнять. Вот так вот выглядит это соединение со спиц. Мне удобнее соединять на открытых петлях, то есть прям без спиц.
Но если это очень длинное полотно, и, например, тонкое, да, тонкой нитью, то, конечно, тут есть большой риск, что может распуститься. Ну, это уже на ваш выбор. Оба способа я вам показала. Надеюсь, это видео было вам полезным. Ставьте, пожалуйста, лайк, не забывайте. С вами была Марина, канал Вяжем вместе с Маринос. Всего доброго!